Здравствуйте, уважаемые друзья! С вами я, Юрий Тюченко, кандидат ветеринарных наук, и в этом видеоподкасте рассмотрим требования к корму для свиноматок транзитного периода, чтобы у свиноматок и опорос прошел успешно, и чтобы у них не возник синдром метрит, мастита, галактия. Ну и, конечно же, чтобы все поросята помета были крепкими и здоровыми. Очень важен в плане правильного кормления период за 5 дней до опороса и 2-3 дня после него. Вот этот период и назвали транзитным. Само по себе понятие транзитный период не ново. В молочном животноводстве этот термин существует достаточно давно. И длится он 3 недели до отела и 3 недели после. Я не буду сейчас подробно останавливаться на транзитном периоде у коров. На эту тему у меня есть видео на канале, где я подробно о нем рассказываю. Задача транзитного периода в том, что необходимо обеспечить организм всеми питательными и минеральными веществами во время родов и после него. Ведь роды это буквально взрыв для организма. В сам процесс родов организм должен войти максимум подготовленным и с достаточным количеством энергии. Если во время родов будет нехватка чего-либо, то и схватки будут ослабленными, а значит и сам процесс родов затянется. Некоторые плоды могут появиться мертворожденными, а то и вообще не появиться на свет. Как правило, при нехватке энергии и питательных веществ идет ослабление иммунитета свиноматки. А раз так, то за этим стоит еще целый букет проблем. И первым цветком этого букета будет возникновение синдрома метрит, мастита, галактии. А впоследствии это повлияет и на дальнейшую осеменяемость свиноматки. Сразу же после опороса у свиноматки, особенно многоплодной, возникает острая потребность в питательных веществах и энергии для достаточной выработки молока. В общем, опорос для свиноматки это огромный стресс. Понимая, насколько важно обращать внимание на кормление свиноматки в последние дни перед опоросом и несколько дней после него, решили этот период выделить в отдельный период, даже несмотря на то, что он очень короткий. Произошло это относительно недавно, буквально какой-то десяток лет назад, если не меньше. Сказать, что раньше не обращали никакого внимания на свиноматку, которая будет вот-вот пороситься, то не скажу. Как правило, за несколько дней до опороса свиноматку переводят в индивидуальный станок, что, кстати, тоже с одной стороны хорошо, а с другой стороны это ограничивает свиноматку в движениях, что уже очень плохо. Сразу же после перевода свиноматки в родильное отделение у нее меняет рацион на более энергетический. А раз так, то там будет больше комбикорма и меньше клетчатки. А резкое уменьшение клетчатки и отсутствие движений – это прямой путь к запорам. Также при этом нарушается баланс микрофлоры кишечника, что в конечном итоге оказывает негативное влияние на общее состояние пищеварения и молочность свиноматки. Здоровое пищеварение имеет прямую взаимосвязь с уровнем выработки молока. Кормить свиноматку в волю на протяжении всей супоросности тоже не выход. Свиноматка должна подойти к опоросу в нормальной кондиции, которую она, кстати, на протяжении лактации самостоятельно поддерживать не может. А ведь сохранение кондиции свиноматок в период лактации – это залог их будущей высокой продуктивности на следующем производственном цикле. Для того, чтобы минимизировать проблемы транзитного периода, и создали для этого специальный корм. Этот корм предусматривает в своем составе необходимое количество питательных веществ, и он помогает плавно перейти от одного типа рациона на другой и способен без стресса для животного удовлетворить его потребности в питательных веществах. Требования к такому корму следующие. Во-первых, корм должен иметь высокий аминокислотный состав и низкое содержание протеина. Это позволит уменьшить нагрузку на желудочно-кишечный тракт. А раз так, то это снизит вероятность развития патогенной микрофлоры в организме свиноматки, что в свою очередь снизит вероятность возникновения синдрома метрит, мастита, галактии. Второе, что очень важно для корма транзитного периода, это оптимальное содержание клетчатки для периода опороса. Достаточное количество клетчатки улучшит перистальтику желудочно-кишечного тракта, а значит это предупредит возникновение запоров. Также клетчатка содействует развитию полезной микрофлоры. Третье требование к рациону – это наличие в нем L-карнитина, ведь L-карнитин – мощный сжигатель жиров. Он транспортирует жирные кислоты в митохондрии, где происходит их расщепление и высвобождение энергии. И это еще далеко не все. L-карнитин необходим для бесперебойного функционирования тканей мышц, головного мозга и сердца. Кстати, многие спортсмены его принимают, так как он помогает легко переносить большие физические нагрузки и ускоряет процесс восстановления сил после них. Также L-карнитин значительно повышает выносливость. Это как раз то, что свиноматке требуется во время и после опороса. В-четвертых, рацион транзитного периода должен содержать микроэлементы в органической форме.
То есть это должен быть не просто набор микроэлементов, а набор микроэлементов, у которых был бы высокий уровень биодоступности. То есть, чтобы они могли легко поступать в молоко и быстро обеспечивать потребности поросят в них. В-пятых, необходимо обратить особое внимание на наличие в корме транзитного периода витаминов Е и С, а также органического селена. Этот комплекс обеспечивает иммуностимулирующий и антиоксидантный эффект, что ведет к снижению антиоксидантного стресса. И следующее требование к корму транзитного периода для свиноматок – это наличие в нем достаточного количества бетаина, который поддерживает работу печени. Ведь печень, по сути, это мотор окислительно-восстановительных реакций в организме. Также бетаин предупреждает обезвоживание организма свиноматки и поддерживает электролитический баланс, что очень важно для только что опоросившейся свиноматки. Мы же ведь на уровне автоматизма знаем, что свиноматку в первый день лучше не кормить. А вот воды у нее должно быть в волю, так как свиноматка во время опороса теряет много жидкости и электролитический баланс у нее при этом очень сильно нарушается. Как видим, требований к кормам для транзитного периода свиноматок не так уже и много. Всего 6 с небольшими подпунктами. Шутка, конечно. Но для того, чтобы достичь высоких результатов и быть конкурентным при выращивании свиней, деваться некуда. Необходимо обязательно учитывать все эти нюансы. Тем более, все, что я сказал, это уже далеко не теория. А все это многократно проверено практикой. И только применяя такие вот подходы, можно достичь максимального экономического эффекта при минимальных затратах. На этом секреты свиноводства не исчерпываются, их много. Но все это мы будем рассматривать в наших последующих выпусках. А пока на этом все. Здоровья вам и вашим поросятам. Подписывайтесь на наш канал и до новых встреч!